Приветствую всех на своем канале Преображариум. Меня зовут Дианова Юлия, я практикующий стилист. В данном видео я хочу стартовать череду информативных и показательных видео, которые помогут вам преобразиться внешне, найти свой собственный стиль. Прежде всего хочу сказать, что некрасивых людей не существует. Прекрасно от природы абсолютно все. И если мы не нравимся себе в отражении зеркала, у нас не получается оказать ожидаемого нами позитивного впечатления на окружающих, это ни в коем случае не означает, что мы не привлекательны. В большинстве случаев это происходит из-за незнания, как правильно подать себя, как создать законченный внешний образ, чтобы он мог правильно отразить наш темперамент, настроение, характер через внешнюю оболочку. Проще говоря, мы не знаем, какая стрижка, какие оттенки цветов, какие фасоны, фактуры тканей, линии в одежде подойдут именно нам. Для этого существуют такие замечательные профессионалы, как стилисты, которые имеют необходимые знания и инструменты для работы с каждым желающим преобразиться и готовым меняться. На сегодняшний день некоторые считают, что знание своего цветотипа, природного колорита, это вполне достаточно для своего внешнего перевоплощения, но это не так. Несомненно, колорит внешности и правильно подобранные оттенки в одежде играют огромную роль в создании своего стиля. Но цветотип – это всего лишь часть стилевого типажа. Основа индивидуального стиля – это стилевой типаж, который является единством цвета, фактуры, формы, линий и рисунка. Когда мы знаем свой стилевой типаж, тогда полезен и цветотип. Итак, о стилевых типажах. В нашу родную страну такая профессиональная область, как стилистика, пришла с большим опозданием, к сожалению, лет так на 30. Что, конечно, не сказать о Западе. Мы все знаем самых ярчайших икон стиля 20 века, таких как Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Грейс Келли, Софи Лорен и Брижит Бардо. Все они остались в нашей памяти так ярко из-за их беспрецедентных гармоничных образов, которые создали им стилисты. Им были верно подобраны стрижки, оттенки, фактуры, линии и фасоны, которые выгодно подчеркивали их уже имеющиеся природные данные. В современное время мы окружены избытком всевозможной фэшн-рекламы, пропагандой пропорций современных псевдоидеалов, достичь которых не получится без пластической хирургии. Но зачем быть кем-то, когда можно быть собой, быть лучшей версией себя? Для старта нам поможет знание своего стилевого типажа. Итак, окунемся немного в историю. В 1973 году американка Харриет МакДжимси выпустила книгу «Искусство и мода в выборе одежды», в которой были описаны такие типы внешности, как драматик, натурал, классик, гамин, романтик и инженю. Эта система типажей была первично базовой, но оказалась слишком размытой, ограниченной и условной, а рекомендации были сложны в применении на практике. Поэтому в 1987 году американский стилист из Нью-Йорка Дэвид Кибби выпустил книгу под названием «Метаморфозы», и это была сенсация. Он расширил количество стилевых типажей до 13, учитывая, что встречаются обладатели вышеуказанных типажей как в чистом виде, так и в смешанном. За два основных полюса во внешности он взял чистый драматический типаж, как воплощение ян-черт, то есть тонкие, но длинные угловатые линии, и полюс инь, типаж чистого романтика, широкие, мягкие, округлые и деликатные линии. В зависимости от преобладания и смешения черт инь и ян во внешности, Кибби и выделял определенный тот или иной стилевой типаж. Но учесть получилось не всех. Так как параметры роста и одновременное сопоставление разнотипных черт лица и фигуры во внимание бралось слабо, многие люди не смогли найти себя в этой системе. И с определенной натяжкой их можно было определить как в один типаж, так и в другой. Но в любом случае именно Кибби сделал огромный рывок в исследовании внешних данных как женщин, так и мужчин и внес большой вклад в область профессиональной стилистики. Он прописал подробные рекомендации к перевоплощению для каждого из 13 типажей, начиная от фасонов и фактур тканей, принтов, заканчивая формой аксессуаров, характером обуви, основными маркерами к стрижкам и макияжу. В 2011 году американская женщина по профессии художник Двин Ларсон опубликовывает свой труд о типажах внешности «20 типов красоты». Она тщательно изучила систему Кибби, переработала ее, конкретизировала, учла показатели интернациональности и акселерации людей настоящего времени,
добавила недостающие типажи и исключила наличие типажа чистый классик, как впоследствии сделал и сам Кибби. В системе типажей Ларсон 4 основных типажа – драматик, натурал, романтик и гамин, 4 классических типажа – это смесь каждого предыдущего с классическими усредненными пропорциями внешности, и остальные 12 типов – смешанные между собой типажи. Данная система является самой упорядоченной и точной в применении на практике, и я от нее лично в полнейшем восторге. Начнем ознакомление с 4 базовыми стилевыми типажами по системе Двин-Ларсон. Это драматик, натурал, гамин и романтик. Итак, начнем с первого типажа, типаж драматик. Это женщины среднего роста, около 175 см и выше. В нормальном весе такие женщины очень стройные, даже немного жилистые и угловатые, высокие и статные. Наблюдается крупная угольность в теле, вытянутость конечностей, длинные руки, ноги, пальцы, длинные ступни, вытянутая форма лица, миндалевидные, чуть узковатые глаза, длинный нос, удлиненный подбородок, прямая форма бровей и достаточно широкий рот с несколько узкими или средними, непухлыми губами. Двин-Ларсон также пишет о влиянии внутренних органов на телосложение. Драматиков она относит к Т-типу, с доминированием щитовидной железы. В организме она отвечает за выработку гормонов, а дальнейшие процессы уже зависят именно от них. Доминирование щитовидной железы предполагает хороший обмен веществ, так что драматикам нужно приложить некоторые усилия, чтобы набрать лишние кило. А набирают они его на талии, на бедрах, верхнюю часть ног, ягодицы, попросту говоря, становится грушей, и позже всего в последнюю очередь жировая ткань прибавляется в груди. Следующий типаж основной – это типаж натурал. Рост в среднем 170 см. Это женщины, излучающие здоровье и позитив. По анатомической классификации Ларсон это А-тип, то есть с доминированием надпочечников. Они отличаются спортивным телосложением, выносливостью, им показана частая физическая активность и спорт. Широкий скелет, сглаженная угольность в фигуре. Телосложение спортивного типа, им достаточно легко и быстро накачать мышцы. По фигуре прямые плечи, которые всегда шире бедер, широкая верхняя часть тела, то есть тяжеловатый торс. Крупная грудная клетка, часто большая и заметная грудь. Талия длинная, не ярко выраженная, плосковатые бедра и ягодицы. У натурала широкое лицо, широкая челюсть, нос, широко расставленные глаза. Мудрые глаза, как говорит Ларсон, сильный подбородок, полные пухлые губы, широкие ладони и ступни. Набор веса натурала идет на нижнюю часть живота, на зоны груди и торса и спину. Фигура изначально перевернутый треугольник. С набором веса эффект, естественно, усугубляется, поэтому правильные физические нагрузки исправляют подобные моменты. Женщины-гамины. В чистом виде рост около 165 см и ниже. Доминирует в организме гипофиз, это П-тип, отвечающий за логическое мышление. Женщины с деликатно угловатой фигурой и лицом. Тело, напоминающее фигуру девочки-подростка. Тип фигуры такой узкий прямоугольник, если в нормальном весе. То есть тело достаточно узкое, угловатое. Прямые узкие плечи, маленькая слабо выраженная грудь, маленькая или ближе к средней грудная клетка, невыраженная талия, небольшие квадратные кисти рук и небольшие стопы ног. Голова в сравнении с телом кажется несколько большой, высокий лоб, обычно всегда бывает у гаминов, огромные округлые, широко распахнутые детские глаза, небольшой деликатный нос, брови в форме крыльев птицы и маленькие, как бутон розы, губы. Набор веса прежде всего идет на бедра и лицо, но в целом далее гамин полнеет равномерно по всему телу. И последний основной типаж по Ларсон – это типаж романтик. Это женщины или девушки среднего роста, в среднем около 165 см. Имеют деликатно округлое лицо и тело. Изначально у романтика тип фигуры груша, то есть бедра всегда шире плеч. Естественно, здесь талия ярко выраженная, благодаря перепаду округло-деликатного верха и более тяжелого округлого низа фигуры. По анатомической части романтики принадлежат к G-типу, то есть с доминированием в организме парных женских половых желез, яичников. По фигуре у романтика покатые средние широты плечи, маленькая грудная клетка, маленькая, но округлая грудь,
выраженная талия, широкие бедра, средняя длина рук и ног, маленькие кисти рук и стопы. Голова романтика небольшой, округлой формы, с широкой нижней челюстью и сглаженным маленьким подбородком. Мелкие черты лица, круглые маленькие кукольные глаза, дугообразные брови, деликатно округлый нос и маленький рот с прямой центральной линией губ. Итак, мы рассмотрели 4 основных стилевых типажа по системе Двин-Ларсен, 4 основы для смешанных типажей данной системы. В жизни эти чистые типажи встречаются гораздо реже, нежели чем смешанные, поэтому и рекомендации к каждому смешанному типу будут тоже миксованными. И в этом-то вся сложность и интерес. Смешанные типажи обычно включают в себя параметры от 2 базовых, но именно нужную нам по рекомендациям двойную доминанту всегда можно проследить. О каждом смешанном типаже и его рекомендациях я расскажу в последующих своих видео. В следующем ролике я хочу рассказать об основных рекомендациях по стилю к каждому базовому типажу, а также о прямой связи телосложения, то есть принадлежности к определенному типажу, с архетипом или психотипом, наличии определенных черт характера, образа мышления. Всем благодарна за просмотр. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до встречи!